Здравствуйте, Львы! Сегодняшний Таро-прогноз мы сделаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, расклад на вторую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, что интересного произойдет в вашей жизни в этот отрезок времени. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, оставить лайк, сообщение под этим видео. Можете также поделиться этим видео раскладом с кем-нибудь из ваших знакомых львов, если вы считаете, что им этот расклад подходит и может оказаться полезным. Итак, давайте посмотрим, что же происходит в вашей жизни. Первая карта, которую вы здесь видите, это четверка кубков. Карта, которая показывает, что, да, возможно, вы здесь находитесь в каком-то состоянии такой небольшой апатии, вялые, удрученные такой, да, ситуации, может быть, не очень воодушевлены тем, что вам предлагается. Вам может предлагаться какая-то возможность, а вы чувствуете, что вы застряли в рутине или зациклены на чем-то, что в прошлом планировали, оно, может, не очень получилось. То есть у вас нет мотивации оценить те возможности, которые у вас сейчас есть. Может быть, даже вы не замечаете каких-то хороших перспектив, потому что вы прям сильно застряли вот в этой рутине. Может быть, немножечко даже апатично или скучаете. Следующее у вас есть семерка кубков, которая говорит о вариантах. Опять-таки, четверка кубков вам предлагает вариант, но семерка кубков показывает, что вы растеряны из-за того, что эти варианты есть. Может быть, вы считаете, что это не совсем реальный вариант, он невозможный, или он кажется вам чересчур идеальным и поэтому недопустимым, да? То есть вы думаете, что он иллюзорный. То есть вы стараетесь здесь сосредоточить свою энергию на том, чтобы рассеять какую-то иллюзию. Возможно, вы здесь рассматриваете, семерка кубков, много вариантов, и они как-то сильно на вашем эмоциональном состоянии отражаются. Возможно, вы здесь рассматриваете разные возможности в вашей жизни через призму эмоций, и вы должны быть более логичны в том, как вы смотрите на эти варианты, более ясно смотреть на них и окончательно понять, да, какой вариант вам нужен, какое решение нужно принять, какой вариант лучше выбрать, подходит ли вам та возможность, которая вам дается по четверке кубков. И повешенный, по сути, он показывает другую перспективу, то есть не так смотреть, как большинство людей, да, вот вверх головой, да, вниз головой, посмотреть на вещи иначе. Возможно, сделать паузу, остановку и не торопиться, когда вам нужно принимать решение. То есть это такая вынужденная пауза. То есть обстоятельства здесь просят вас подождать и посмотреть на происходящее с совершенно другой точки зрения, для того, чтобы также развеять вот эту эмоциональную пелену или какие-то иллюзии, которые вас окружают в отношении принятия важного решения или выбора того, в каком направлении двигаться. Вот знаете, как все равно вариант, который вам дается. И королева кубков — это тоже эмоции и чувства, то есть очень много эмоциональных карт. Королева кубков, она отражает вашу энергию, вы очень чувственны, вы очень эмоциональны, где-то ранимы, вы очень восприимчивы к тому, что происходит в вашей жизни в этот период времени. Да, это королева кубков, она в совершенстве владеет этой эмоциональной сферой, она эмоционально зрелая, и это то, что вам нужно здесь, собственно, правильно проживать свои эмоции. Возможно, вы здесь себя ведете как очень чуткий человек, как очень эмпатичный человек, сострадательный, такой чувствительный, который находится вот в такой ситуации выбора. Либо вы находитесь в ситуации, где вы общаетесь с таким человеком очень эмоциональным, чувствительным, да, и здесь какое-то решение нужно принять касаемо этой личности, по-другому посмотреть на вещи перед тем, как принять это решение. Давайте посмотрим, что еще здесь есть рядом, какие карты рядом есть. Есть пятерка кубков, есть девятка мечей, переживания. Но в принципе, да, переживания, они говорят о том, что вы здесь сильно можете тревожиться или даже испытывать чувство вины из-за какого-то варианта, который вы как будто бы считаете, что не можете принять. Да? Может быть, здесь проблема заключается в том, что вы вот как будто бы смотрите
как через призму какую-то, да, туманную, через эмоции на какие-то варианты. Вам нужно сделать шаг назад, чтобы взглянуть на все более логично, практично, на эту правду, которую вам известна, да, на все факты, взвесить все за и против, и смотреть на вещи очень-очень логично, и не смотреть на вещи эмоционально, потому что из-за этого вы можете много тревожиться, или плохо спать, или чересчур много что-то обдумывать, как будто бы сожалеть о чем-то, что что-то могло не сложиться так, как вы хотели, сожалеть о каких-то былых неудачах, сожалеть, как будто, да, как пролитое молоко сидеть и горевать, что вот так случилось. То есть какие-то прошлые разочарования, которые у вас были, они могут запускать вот эту девятку мечей, которая показывает внутренний стресс. Может быть, плохо спите по ночам, или здесь, знаете, как будто переживаете, вините из-за чего-то себя, соответственно, может быть, негативно настроены на какую-то возможность, которую можно было бы реализовать, но вы не хотите в нее верить, потому что считаете ее иллюзорной. Может, испытываете сильный стресс из-за этого, да, поэтому девятка мечей. И следующая десятка чаш, которая здесь у вас есть, и семерка жезлов. Возможно, какие-то варианты здесь касаются, опять-таки, эмоций, десятка кубков. Может быть, это вас беспокоит, потому что это касается вашей семьи, либо того, что сильно задевает вас эмоционально, то есть нарушает ваше эмоциональное состояние, да, поэтому десятка кубков, то есть душевное спокойствие как-то ваше нарушает. И здесь эта десятка кубков, которая появляется, она в целом показывает, что, ну вот, возможно, вы чувствуете себя немножечко еще отстраненными от, может, от вашей семьи или близких, как будто вы семерка жезлов, да, в такой вот находитесь сфере, отстранены. Может быть, вы здесь должны от чего-то защищаться, и, может быть, от чрезмерных каких-то колебаний эмоций ваших близких или родственников, да, вы хотите себя защищать, чтобы они не влияли на вас или не так сильно вас задевали. Может быть, вам что-то говорится такое о каких-то проблемах внутри семьи или каких-то вот таких вот вещах, и вам нужно просто как будто бы немножечко от этой ситуации отстраниться, может быть, не так сильно в нее вовлекаться и не принимать этот удар на себя, потому что такое ощущение, что вы чересчур сильно здесь переживаете. Может быть, сосредоточены на чем-то конкретном, что вызывает у вас тревогу по поводу будущего, может быть, будущего вашей семьи, может быть, в прошлом что-то не сложилось или не получилось, или были какие-то ситуации, за которые там вас винят или что-то такое напоминают. То есть вы здесь занимаете оборонительную активность, и вам нужно здесь постараться посмотреть на то, что происходит вокруг вас, потому что, да, возможно, если это касается там тех людей, с которыми вы часто общаетесь, может быть, вашей семьи, возможно, вам нужно постараться здесь как будто больше их в какой-то степени понять, с другой стороны, постараться не вовлекаться чересчур эмоционально вот в то, что происходит там в их жизни, возможно, так, да, потому что вы берете и позволяете эмоциям как будто бы быть выше вас, то есть как будто очень эмоционально здесь можете быть. И это вас может отвлекать и вызывать чувство рассеянности. И в какой-то момент вы можете даже столкнуться с ситуацией, когда вас перестает мотивировать то, что происходит в вашей жизни, да, все. То есть вы как будто думаете, что я не чувствую себя счастливым, там, или вот как будто бы не хочу или что-то делать, или не знаю, чем хочу заниматься. Вот знаете, как потеря мотивации такая может быть здесь. И тут же есть девятка кубков, карта материального счастья она называется. И тут же есть двойка жезлов. Тоже двойка это варианты. Тоже варианты, которые вы рассматриваете как возможности, которые у вас есть. Но вам нужно постараться здесь взять ситуацию под контроль, может быть, обрести больше власти для того, чтобы исполнились какие-то ваши желания, которых вы больше всего на свете хотите. Вместе с двойкой жезлов продумать долгосрочную перспективу или какое-то планирование произвести, когда вы смотрите в будущее и пытаетесь понять, что для вас действительно важно, какие шаги нужно сделать. То есть не рассеивать фокус внимания на какие-то иллюзорные варианты, когда у вас есть выбор, да, вы не знаете, какой лучше вам подходит. То есть для достижения заветной цели вам нужно сделать шаг назад и вот как будто бы подумать, что вам действительно нужно. Может быть, в вашем окружении есть люди, которые могут вам помочь или дать какой-то хороший совет. Может быть, вы можете здесь
ну, как будто с ними что-то обсудить, да, обсудить какие-то перспективы, возможности, может быть, услышать их точку зрения, что-то поменять в своем отношении к ситуации, потому что есть карта повешенной. В любом случае здесь по двойке жезлов нужно продумать дальнейшие шаги свои и да, дальнейшую перспективу, вот как она смотрит вдали здесь, то есть разобраться с этой неопределенностью, использовать эту паузу себе на пользу для того, чтобы спокойно, взвешенно прийти к какому-то решению. И паж Пентаклей здесь у вас есть карта Луны, в принципе, сомнений, страхов. Здесь, может быть, подсознательных страхов, которые у вас здесь всплывают. Может быть, вы гиперболизируете какие-то страхи. Но тут же есть этот паж Пентаклей, который говорит о том, что да, возможность какая-то есть, предлагается. Паж Пентаклей предполагает, что вы получаете, знаете, какой-то шанс, может быть, возможность или какое-то сообщение для себя. И для вас это какое-то такое хорошее послание, которое будет пробиваться сквозь вот эту вот затуманенную ситуацию, через эту скуку или апатию. Да, и вот дается такое вам очень четкое представление о том, какие шаги вам нужно дальше предпринимать, какие шаги делать. Паж Пентаклей — это ученик, он только начинает свой путь, поэтому вы здесь с ним поймете, какие дальнейшие шаги вам нужно делать, увидев ситуацию под другим углом. Возможно, менее эмоционально нужно смотреть на вещи, и тогда вы получите представление о том, какой путь вам нужно выбрать, делая первые шаги на этом пути, потому что вы как будто бы, может быть, здесь сможете посмотреть в будущее, понять, что же вам нужно, не основываясь на разочарованиях прошлого и отбросив все лишнее, и не переживая, не накручивая себя с этой луной, с этими страхами. Четверка жезлов, кстати, здесь у вас выпадает вместе с четверкой мечей 2 четверки. И в принципе четверка жезлов — это опять-таки может говорить о ситуации, которая происходит в семье, и вам нужно здесь эмоционально как-то от этого отстраниться. А если вам нужна поддержка, то, возможно, нужно принять поддержку и помощь от семьи как раз. И по четверке мечей, которая здесь также у вас есть, и показывает такую паузу, и вместе с картой повешенной говорит о том, что вам нужно сделать паузу для того, чтобы сделать выбор, чтобы принять решение, то есть разобраться сначала в своем внутреннем вот этом состоянии, логично, честно прийти к какому-то решению, то есть прозрачно смотреть на вещи, увидеть истину, которая позволит вам рассеять вот этот туман иллюзий или чувство вины, которое у вас, может быть, есть, с помощью, может быть, ясной коммуникации, когда вы с близкими обсуждаете что-то, очень четко проговариваете или получаете от них поддержку определенную. Здесь также есть рыцарь Пентаклей и девятка Пентаклей. То есть постепенное продвижение к своей цели, к успеху, к благополучию, к достатку. Да, медленное продвижение, возможно, медленное, методичное, с этим пажом Пентаклей, рыцарем Пентаклей. Но девятка Пентаклей, идете к своей цели, идете к успешному результату, который вы получите благодаря вашей такой целеустремленности и работе настойчивой. Поэтому в данном случае хорошее сочетание. Да? Вам как будто бы нужно сосредоточиться на следующем шаге, который вы должны сделать. Вот этот рыцарь Пентаклей, он не торопится. Вам не нужно продумать 10 шагов вперед. Нет, вам нужно здесь постепенно что-то менять. Вам нужно хотя бы один шаг вперед продумать. Вам нужно быть настойчивыми в том, что вы делаете, да? Очень методичными, очень скрупулезными, возможно, в чем-то. И тогда вы придете к той цели, к той стабильности, которую вы хотите, или вот тому результату, где вы сможете собрать урожай, получить, собственно, то, на что вы нацелены, на что вы настроены. И люди, которые заботятся о вас, может быть, ваша семья, там, ваше окружение, вот в это время, когда вы можете быть уязвимы, может быть, эмоционально уязвимы, вам нужно сделать шаг назад и опять-таки постараться, может быть, обратить внимание на их помощь и поддержку. Если речь не идет о том, что вас пытаются затянуть в пучину эмоций какими-то проблемами, если вас готовы поддержать в этой ситуации, то вам нужно принять эту поддержку, участие, может быть, почувствовать какую-то стабильность и устойчивость во всем происходящем, когда вы настолько эмоционально неустойчивы можете быть. В целом, я думаю, что на этом мы наш сегодняшний расклад для львов завершим. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.